Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Я очень люблю бумажные книги, в основном про авиацию. Сейчас возобновилась серия книг «Война в воздухе» автора Евгения Гречанова. Книги стали толще, с большим количеством информации, а огромным количеством фотографий. Первая книга серии перед вами. Здесь все о немецком самолете-разведчике Фокке-Вульф 189. В моем экземпляре есть автограф автора. На развороте цветные боковики прототипов. Схема самолета в масштабе 1 к 72. Компоновочная схема. Рисунки некоторых узлов самолетов, пулеметов. А вообще в книге 200 фотографий, 20 схем и чертежей, 8 цветных страниц вкладок с профилями и рисунками. Ну и короче, книга мне понравилась и замотивировала на сборку модели Фокке-Вульф 189. Мой масштаб 48, ну один из моих масштабов. И о чудо! Одна из лучших производителей мира, не побоюсь этого слова, выпускает его. Great Wall Hobby. У данного производителя есть 3 набора данного самолета. Первый Фокке-Вульф 189А2, год выпуска 2010. Второй Фокке-Вульф 189А1, год выпуска 2011. А вот третьего у меня нет, но это Фокке-Вульф 189А1 на лыжах. Открою самый ранний Фокке-Вульф 189А2, а в конце ролика посмотрим его отличия от А1. Итак, в коробке пластиковые детали, схема сборки модели, схема окраски и нанесения декалей, фото травления и декаль. Первый литник. Компоновочная схема самолета достаточно необычная, двухбалочный, свободно несущий моноплан с центральной гондолой, в которой находилась кабина экипажа. Каждая балка располовинена. Капоты двигателей, предполагаю, можно сделать открытыми. Двигатели показаны в модели. Капоты двигателей. К капоту есть еще и травленые детали. Руль направления выполнен отдельно от киля, хорошо показана полотняная обшивка. Кабина экипажа проработана просто отлично. На втором литнике живет крыло. А вообще самолет имел 2 двигателя небольшой мощности. И данная схема обеспечивала экипажу прекрасный обзор с кабины и большие углы обстрела оборонительного вооружения, что для самолета-разведчика это являлось первостепенной задачей. Каждая часть крыла состоит из 2 плоскостей. Отличная расшивка внутренняя имеется. На нижней плоскости показаны разные лючки. Движимые части крыла выполнены отдельными деталями. На данном литнике присутствует все. Детали экстерьера, интерьера, фигура пилота, оборонительное вооружение, кабина экипажа.
Заднее колесо выполнено одной деталью вместе со стойкой. А вот данный пулемет, который я так настойчиво показываю, не участвует в этой модификации. Он предназначен для ночной версии Фокке-Вульфа. Фигура пилота. Голова с лицом отлита достаточно неплохо. Приборная панель. Циферблаты приборов есть в декалях. Кресло пилота. Привязные ремни фототравленые. Два одинаковых литника с двигателями, колесами, винтами, бомбами. Колесо основной стойки шасси. Очень ярко выраженный протектор. Есть имитация нагрузки. Диск отлит вместе с резиной. Колесо располовинено. Винт двухлопастной, сделан одной деталью. Кок винта причудливой формы. Две 50-килограммовые бомбы. Суммарная нагрузка на крыло допускается 200 кг. Бомба выполнена в одну деталь. Двигатель показан прекрасно. К нему еще есть и фототравленные детали. Данный пулемет конкретно под модификацию А2. Это отличие от А1. В левой верхней части литника находится стремянка. Пустячок, но приятный. Литник с прозрачными деталями. Площадь остекления на самолете я бы охарактеризовал как безумная, поэтому окрасочной маски в помощь. Стекло без искажений достаточно, но не сильно толстое. Есть плата фототравления в комплекте. Привязные ремни. Часть закрылок. Прицела вооружения. И справа проводка двигателей. Лист декали на два варианта окраски. Опознавательные знаки. Приборная панель. И техническая информация. Есть и запретный символ на киль самолета. Инструкция для сборки цветная, прекрасная глянцевая бумага. Два варианта окраски показаны на первой странице. Содержимое набора. И подробнейшие шаги сборки. И цветная же схема окраски модели и нанесения декалей. Первый вариант зимний, Восточный фронт, 1943 год. И второй вариант стандартный трехцветный камуфляж, Восточный фронт, 1942 год. По модификации А2 это все. Перейду к модификации А1. Покажу отличия от первого набора, так как литники одинаковые. Инструкция, естественно, другая.
Вообще, данные модификации отличаются только оборонительным вооружением, а конкретно на А1 установлены два пулемета МГ-15 для обороны задней сферы, а на А2 два пулемета МГ-81З. Бомбы могли быть установлены и там, остальное все одинаковое. А вот на ночном истребителе отсутствует бомбовая нагрузка, устанавливались пламогасители на выхлопные патрубки двигателей, была установлена пушка МГ-ФФ, направленная вверх, и ставился радиолокатор ФУК. Можно отличить по установленной антенне РЛС в передней части машины. Вот как раз показана пушка МГ-ФФ. Соответственно, остекление отличается от первой модели. Здесь установлен пулемет МГ-81З, который ставился на А2. Отличить его можно легко, он двухствольный и имеет ленточную подачу. То есть получается это вообще не А1, а именно ночной. Ну, если есть мысли на этот счет, пишите в комментах, пообсуждаем. Фототравление фактически не отличается от первого набора. Здесь разница только в прицеле пулемета. Второй пулемет здесь все-таки другой, одноствольный МГ-15 и добавлены мачты антенны. Декаль на один вариант окраски. Опознавательные знаки, техничка, приборная панель. Схема окраски модели и нанесения декалей. Вариант 1. Июль 1945 года. Вот как раз антенна РЛС. Ствол пушки МГ-ФФ. И да, готовьте нить, антенну будем тянуть. Вот такие модели, такая книжка интересная. Как появится еще набор на лыжах, обязательно покажу. У 189-го есть еще и Б-модификация учебная, она вообще чумовая, смотрится. Надеюсь, что и модель появится. И есть еще много-много 189-го с литерой В. Не серийный, но очень интересный, также ждем. Ссылки на книгу и модели оставлю в описании к видео и в комментах также оставлю. А я с вами попрощаюсь ненадолго. Ну, спрашивайте что-нибудь в комментариях об 189-м, порассуждаем. До скорой встречи, ваш Я-моделист и я, Виталий Новиков.